Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор Yamaha Super Tenere. Один из самых тяжелых турендуро, и у него нет огромного бака и вес без защитных дуг. При своем гигантском весе самый слабый 1200 как по мощности, так и по моменту. Некоторые 900-е кроссоверы мощнее, хуже всех управляется на серпантинах из 1200-ок. Помните, я в самом начале сериала говорил, что все большие мотоциклы хорошие, нужно только почувствовать, какой нужен именно вам. Super Tenere показательный пример. Минусы никуда не денутся, но если смотреть на Super Tenere не с точки зрения гонщика и покорителя бездорожья, а с точки зрения мотоцикла для кругосветки или очень долгих путешествий, окажется, что это один из лучших вариантов. Более того, я считаю Super Tenere лучшим туристом для России, если вы не собираетесь глубоко в леса лезть и путешествуете со всеми кофрами или пассажиром. То есть в условиях, когда вес не играет никакой роли. Заметил в комментариях, что память о старой Super Tenere до 1200 затерлась. Существовал такой неизвестный мотоцикл Super Tenere, гражданская 750 и раллийная 850, которая доминировала на протяжении всех 90-х в Париж-Дакаре. Хотя в моторалли больше значит гонщик, но аргумент красивый. Среднекубатурник был забыт на несколько лет, и в 2010 году появился Super Tenere 1200. История похожа на развитие Африки Twin, у них вообще много общего. Главный конкурент Super Tenere, на мой взгляд. Формально существовало 3 поколения 1200 Super Tenere. Первое поколение с 2010 года, второе с 2014 и третье с 2017. Это были очень легкие обновления с исправлением косячков. С 2014 года появилась версия Z с электронными удобствами, такими как круиз-контроль, электронная подвеска и модный экран. По умолчанию в обзоре буду иметь ее, потому что последние годы производили только эту версию. Имеет смысл искать сутенера, начиная с 2015 года. Вся нужная электроника есть, болячки исправлены. Помимо больших обновлений, крохотные улучшения проводились почти каждый год. Кстати, у мотоцикла было несколько отзывных кампаний, все касались только небольшой части моделей. Самая известная отзывная кампания на мотоциклах 2012 и 2013 годов был риск коррозии, из-за которой ручка газа могла плохо реагировать на закрытие, а в худшем варианте вообще не сработать. Также была неприятная отзывная кампания, связанная с коробкой передач, касалась мотоциклов, выпущенных в течение 2,5 месяцев осенью 2014 года. После 2014 года модель вылезали и даже исправили недочеты, которые никак не влияли на надежность, но напрягали покупателей, типа лишних шумов. Если на первом поколении все отмечали, что мотор громыхает и скрежещет, то на новых версиях ничего подобного уже нет. Если вам кто-то скажет, что Super Tenere после 2014 года ненадежный, бросьте в него за меня камнем. Помимо неубиваемости, мотоцикл очень неприхотливый. У мотоцикла святой кардан, который не ржавеет, не ломается и не требует слежения за резинками. Yamaha в рекламных материалах так и писала, что закрытый вал защищен от непогоды, подмигивая любителям дырок в редукторе. Разумеется, надо правильно обслуживать, но проблемным узел не является. У мотоцикла сразу в стоке стоят спецованные бескамерные диски, которые гораздо лучше подходят для мотоциклов с такой монструозной массой и спокойно переваривают ямы. Спицы всегда тяжелее литья и обычно дороже. Думаю, из маркетинговых соображений на большинстве конкурентов стоит литье, которое для такого класса плохо подходит. Разве что для мультистрады, которая одной ногой в спорте. Здесь же нетрадиционное для мотоциклов решение. Радиатор сбоку, защищенный от камней и грязи. Это позволило протолкнуть двигатель вперед для лучшей развесовки и удлинения маятника. С другой стороны, такая компоновка увеличивает риск пробития радиатора, но это уж совсем гипотетическая ситуация. Мне кажется, выше риск пробить стандартный радиатор влетевшим камнем. В крайнем случае существуют разнообразные защитные дуги. Кстати, фирменные защитные дуги с демпфирующими резиночками, чтобы даже при серьезном падении не продавить крышку. И обратите внимание на форму, максимально заниженный центр тяжести, при этом дуги выпирают как оппозит. Обожаю такие замороченные детали у Yamaha. У мотоцикла длинный межсервисный интервал и простая конструкция, что важно для околокругосветки.
Двигатель в рамках класса необычный. Хотя нет, надо начать с рамы. У Super Tenere хребтовая стальная рама. Двигатель как бы висит на раме, плюс сталь сама по себе эластичная. В комплексе со спокойным двигателем это дает практически полное отсутствие вибраций. Во всем классе такой уровень мягкости двигателя на трассе только у японцев Super Tenere и Cross Tourer. Оба мотоцикла можно подергать в каких-то режимах, где будут вибрации, но если ехать стандартный для путешествий 110 или 130 км в час на шестой передаче, оба мотоцикла идеально гладкие. С таким мотором можно целый день ехать без какого-либо зуда в руках и ногах. Собственно, мой пример. Сначала я 2 дня укатывался в горах на NC-шке и 900-м Тигре, на следующее утро взял Super Tenere в 10 утра, 7 часов крутил баранку без перекусов, потом еще 5 часов до дома. И все это со средней температурой за окном плюс 35 градусов. Домой приехал как огурчик, без каких-либо муравьев в руках и ногах. С каким-нибудь гусем или КТМ в таком ритме я бы завязал с карьерой и всю оставшуюся жизнь обозревал книги. Иногда встречал мнение о том, что на Super Tenere есть какие-то вибрации. Конечно, если его крутить за 5000 оборотов, будет легкий мелкий зуд, но в этом просто нет никакого смысла. Это самый низкооборотистый двигатель в классе, у которого подрыв практически сразу и до 3000 оборотов агрегат выдает почти весь свой потенциал. Он прекрасно чувствует себя на повышенных передачах, никакого смысла его куда-то накручивать, как будто это Ducati, нет. Да и крутить некуда, у него с 7750 оборотов красная зона. Также нужно отметить, что сам мотор эластичный и нормально тянет на любой передаче. Если протупить и остановиться на 3-й передаче, не надо газовать, Super Tenere тянет, как будто так и должно быть. Короче, абсолютно круизерный двигатель. Забавно, что самый ветвинистый мотор в классе на самом деле рядник. Серьезно, если вы не принимаете рядники как класс, попробуйте поездить на Super Tenere, я вот не вижу разницы. И настройка на низкие обороты, и любимый кроссплейн. Звук выхлопа отличнейший, в городе очень приятно бухтит, и на трассе его не слышно совсем. В отличие от Harley, которые в городе тоже классные, но на трассе громковат. Единственный минус: в жаркой пробке, как и у большинства 1200-ок, громко гундит вентилятор. Слышал мнение, что левую ногу подпекает, но мне в плюс 35 вообще прекрасно было, хотя я и в плотном трафике по городу ездил. Еще у двигателя сухой картер, что позволило повысить дорожный просвет. Клиренс 190 мм, некоторые источники указывают 205 мм. Может быть, это версия с механической подвеской или без центральной подставки, которая, кстати, идет в стоке. Средний показатель для класса, большего и не надо. Двигатель расположен довольно низко, но это никак не спасает. Мотоцикл ощущается адски тяжелым, особенно с полным баком. Даже по сравнению с КТМ 1290 или худым гусем небо и земля, я уже не говорю про младший Tenere, который на фантастические 60 кг легче. Super Tenere по ощущению веса один в один с кросс-турером. До какого-то угла наклоняешь и чувствуешь, как на тебя обрушивается шкаф с соленьями. Если у вас нет серьезного бездорожного опыта, лежать сутенер будет чаще, чем ехать, не питайте иллюзий. И поднять этот мотоцикл из грязи в одиночку не всегда возможно. Так вот, про двигатель. Самый-самый дохлый во всем классе, хоть по мощности, хоть по крутящему моменту. Но его хватает, чтобы испытывать удовольствие от езды как одному, так и с забитыми пассажиром и кофрами. Люблю низкооборотистые мотоциклы, особенно в городе. Чуть ручку задел и спокойно со светофора едешь. Я как мог сдерживался, но не могу не сказать банальное: тянет как паровоз. Не думаю, что когда-нибудь буду обозревать другой мотоцикл, которому так подходит этот эпитет. Если хотите огонька, скорее всего огорчит это не драйвовый мотор. При всей железной железности на Super Tenere электронная ручка газа. Причем из-за того, что мотоцикл без серьезных обновлений выпускается 11 лет, у него электроника винтажная.
Электронный газ на Ямахе древнейший. Это даже не полноценный электронный газ, а гибрид. Физически тянешь тросик, который все равно утыкается в блок управления. Бросаются в глаза торчащие тросики над рулем. Сейчас так не делают, но ладно. На Супер Тенере заметно, что электронная ручка газа ранних конструкций, чувствуется небольшая задержка. На мотоциклах, которые разрабатывались позже, уже нет этого тупника, а здесь есть. Не скажу, что это проблема, потому что динамика плавная. Есть два режима отклика ручки газа. Двигатель не имеет никакого спортивного нрава, поэтому смысла в режиме туринг нет. Даже для бездорожья спорт вполне удобен. Туринг типа для новичков, но отклик ручки газа – последняя причина в списке, почему Супер Тенери им не подходит. Кто пересаживается с двигателя, который надо крутить, есть смысл в туринге, он хотя бы дает ручку подольше покрутить. У Супер Тенери нет проскальзывающего сцепления. Внушительный момент уже в самом низу, и есть приятное ощущение, что едешь на огромном двигателе и нужно аккуратнее работать со сцеплением. Есть двухуровневый трекшн-контроль. Он тоже винтажный, жестко гасит тягу, поэтому на бездорье его стоит отключать. Современные системы работают незаметно и полностью не гасят тягу. Я уж не говорю про то, что сутенер не отслеживает угол наклона мотоцикла, поэтому сравнить его с новыми моделями довольно сложно. Еще сильно выдает возраст ненастоящий указатель передачи, который просто догадывается о передаче по скорости и оборотам. При зажатом сцеплении передачу не показывает, а иногда и вовсе может не ту передачу показывать пару секунд после переключения. И индикатор уровня топлива устаревший, чуть ли не половину бака едешь с индикацией полного запаса и потом сразу деление за делением уходит. Что меня по-хорошему удивило, для старого двигателя весьма неплохой расход топлива. При умеренно активной езде 5,5 литров на 100 км, в неспешной езде можно уложиться в 5 литров. На 130 км в час расход где-то 5,3 литра. Больше 400 км на баке проезжает в легкую, более чем достаточно для популярных маршрутов. В экзотические путешествия все равно канистры брать, но это раз в жизни и то не с каждым. Десятилетние одноклассники в основном потребляют на литр больше. Все мотоциклы с названием Тенери заморочены на геометрии. Тут нельзя односложно сказать хорошо рулится, плохо рулится или да у него же маятник длинный, все понятно. Работает целый комплекс качеств. Даже стальная хребтовая рама, она же не случайно, а чтобы дополнительно гасить удары на бездорожье, и пофиг, что весит тонну. У любых Тенери все просто, они спроектированы так, чтобы идеально прямолинейно ехать на бездорожье или просто плохой дороге, не болтал руль в песке или на камнях. Вроде мотоциклы совсем разные, а на всех есть эта фирменная черта управляемости. Кстати, у Супер Тенери запредельно выворачивается руль, и при умении развернуться можно на одной полосе. По умолчанию нельзя сказать, что рулится он плохо. Камень преткновения у Супер Тенери, который, на мой взгляд, определяет, нужен ли он вам или стоит посмотреть на Тигра или Кросс-турера, подвеска. Подвеска заточена на очень плохие дороги, а не на острую рулежку на асфальте. То же самое, за что я регулярно попинываю Африку. Давайте определимся, что я имею в виду, когда говорю, что мотоцикл на серпантине плохо рулится. Если взять вот такую широкую дорогу с пологими поворотами, когда можно ехать на ровном газу или с ускорением, эпатажно свешиваясь с мотоцикла, тут все мотоциклы нормально рулятся. Если не рулится, значит у вас чоппер, либо старая квадрачная резина. Если хочется совсем идеальной рулежки, там уже есть смысл рассуждать о трейле, резине, диаметре колес, колесной базе, развесовке и так далее, но это уже следующий этап. Я же под серпантинами подразумеваю узкие дороги с резкими закрытыми поворотами. На таких дорогах не можешь нормально распрямить траекторию, потому что за поворотом на встречке может быть кто угодно, и принцип «не вижу, не еду». Проходишь не на ровном газу или с легким ускорением весь поворот, а надо сначала сильно затормозить, а потом ускоряться. В этой ситуации огромное влияние начинает играть подвеска, складывающаяся вилка при торможении и распрямляющаяся при ускорении. Клевок вилки и присаживание амортизатора меняют трейл мотоцикл в конкретный момент и сильно меняют развесовку. Вот Супер Тенери ощутимо клюет даже в самом жестком режиме подвески Hard Plus 3. Я ездил на двух Супер Тенери. У первого слегка подтекала вилка.
Еще когда вилка подтекает, основная проблема не столько в работе вилки, сколько в том, что масло заливает тормоза и мотоцикл весьма условно тормозит. На всякий случай я взял другой Super Tenere. Кстати, текущая вилка — это не проблема модели. И вообще в ролике первый мотоцикл может казаться внешне ушатанным, но пробег там детский, 30 тысяч километров. Просто мотоцикл всегда стоит на самом берегу моря, он принадлежит мужику, который занимается гидроциклами Yamaha, поэтому корродирует там потихоньку. Так вот, на втором мотоцикле ничего не изменилось, и тормоза традиционно ямаховские, о чем дальше расскажу, и подвеска явно не для острой езды. Чтобы вы примерно представляли уровень, это где-то управляемый Tiger 900 Rally, который безусловно шикарно рулится для своего класса, но все-таки это 21-дюймовый мотоцикл с огромными ходами подвески. У Super Tenere колесо 19 дюймов и подвески умеренно длинные, а нужной жесткости нет. Я думаю, это из-за вилки с самым маленьким диаметром ног в классе, и инженеры не смогли добиться такого диапазона, чтобы жесткий режим был действительно жестким. Обратная сторона, Super Tenere наиболее комфортно едет по плохим дорогам во всем классе. Да, мне безумно нравится, как едет по бездорожью КТМ, но это такая активная езда и неровности чувствуешь. Это может утомлять, если нужно просто проехать 1000 километров по гравийкам с пассажиром, а не устраивать ралли. Super Tenere именно глотает неровности, что больше подходит для долгих путешествий по убитым дорогам, едет как по маслу, покачиваясь. Сутенеру нравится ехать по плохим дорогам, он там как в своей тарелке и на хороший асфальт выезжать даже не хочется. Весь день фигачить по грейдеру или стиральной доске – это его стихия, я сходу не могу назвать мотоцикла, на котором это делать комфортнее. Для примера, народные Vestrom версии с NC 750 GS не любят ехать по плохим дорогам. По обычным трассам подвеска очень комфортная даже в жестком режиме. В стандартном режиме Super Tenere может посягнуть на лавры мультистрады по мягкости езды. В версии Z электронная подвеска с регулировкой преднатяга и демпфирования. Режимов не 3, что иногда транслируется, а 21. Каждый из трех основных режимов можно подстроить в 7 оттенках, чем я активно пользовался. К сожалению, подстроить режимы можно только на остановке, во время езды выбор 3 режимов. Например, Hard Plus 3 лучше всего подходит для серпантинов, но когда неровная дорога или в городе, мне нравится Hard 0. Стандартный режим я включал только на ровных трассах, когда нужно максимум комфорта. Самый мягкий режим, как и в случае с мультистрадой, нужен только для перевозки китайских ВАЗ династии Мин. Если учитывать, что в России и Восточной Европе практически отсутствуют узкие серпантины, я бы не сильно волновался. В Испании другое дело. Плохие дороги надо искать только на специальных сайтах, а серпантины встречаются чаще, чем прямые дороги. Если бы не подвеска, я бы себе Super Tenere с радостью купил. Еще мне не нравятся тормоза. Сами они комбинированные. При нажатии рычага тормозят оба колеса, лапка отвечает только за заднее колесо. Многие переоценивают технологию. Показательный пример. Honda NC раньше выпускалась с комбинированными тормозами, потом к обычным вернулись. И ничего не произошло, мир не рухнул. Тем не менее, у комбинированных тормозов есть практическое применение. Когда требуется обычное плавное торможение, можно тормозить только передним рычагом, оставив ногу в покое. Как ни странно, на Super Tenere это актуально. Задний тормоз однопоршневой, и лично мне лапку довольно сложно было дозированно прожимать. Пару раз на ровном месте включалась ABS. С другой стороны, есть вероятность, что блокировал заднее колесо я не из-за кривоногости, а потому что тормозил 2 тормозами. То есть на заднем тормозе мое усилие ногой плюс усилие на рычаге суммировались, и надо привыкать. А вот про передний тормоз надо сказать отдельно. Такая же история, как у трейсера, где я ругался. Мы часто слышим в обзорах, тормоз нажимается одним пальчиком. У Yamaha логика другая, тормоз надо зажимать со всей дури, чтобы был эффект. Когда у вас один мотоцикл, дело привычки, тормоза адекватные. Если помимо Yamaha в гараже есть какой-нибудь хороший европеец на каждый день, им довольно тяжело подружиться. То усилие пальцев, которые требуются для плавного торможения Super Tenere, совершенно точно заблокирует колесо на европейцах, где стоят современные Brembo. Хотя по сухим цифрам все нормально.
Спереди два диска по 310 мм с крупными четырехпоршневыми суппортами, что в рамках класса не очень много, но даже у гуся диски меньшего диаметра, что спереди, что сзади, что не мешает ему тормозить лучше всех. Правда, почему-то только по мнению фанатов и исследований ничего такого не показывают. Собственно, минусов у мотоцикла больше нет, если вы принимаете его большой вес. Кстати, большой вес на трассе – это плюс. Мотоцикл очень стабильный, его не кидает порывами ветра, за счет веса шикарное сцепление колес с асфальтом, наличие пассажира и груза практически никак не влияет. Чем меня подкупает Super Tenere, это очень комфортный мотоцикл. Конечно, все мы любим Multistrada V4S, и я не собираюсь оспаривать ее лидерство, но она стоит буквально в 2 раза дороже. Multistrada V4S в хорошей комплектации выйдет около 25-26 тысяч евро. Super Tenere стоит 16 тысяч евро, но я видел в Европе дилерские предложения за 13 тысяч евро, но об этом позже. При этом Super Tenere в стоке будет с круиз-контролем и всякими полезными аксессуарчиками. Про цены на БУ я вообще молчу, за 8-9 тысяч евро можно купить конфетку в идеальном состоянии. В моем топе Super Tenere комплексно самый комфортный тур-эндуро после Multistrada. Я сейчас не говорю о седле и стекле, которые в стоке редко бывают идеальными и за копейки меняются. Хотя стоит отметить, что на сутенере и седло отличное, и стекло в шлем не лупит и не дергает, можно даже со стоком неплохо путешествовать. Стекло регулируется по высоте. На всех поколениях регулировка неудобная, во время езды вы не будете регулировать точно, но это и не сильно нужно. Посадка вообще самая лучшая из 1200-ок, колени с комфортным углом, руль близко и на оптимальной высоте. Садишься как в домашние тапки, ничего не стал бы менять. Если в стойке ездить, можно проставки прилепить, это максимум из тюнинга. Подножки гениальные с продавливающейся резинкой. Когда сидишь, нога на резинке, встаешь, подошва впивается в металл. Думаю, такую технологию не используют другие, потому что это можно нормально реализовать только на моторе без вибраций. Резинка слишком тонкая, и через нее все равно будет зуд проходить. Мотоцикл отлично подходит для высоких от 180 см, ниже надо смотреть. Седло регулируется выше-ниже, но мне кажется, для роста пониже может быть некомфортно из-за большой ширины дивана. Из-за веса тушки не лучшая идея, чтобы ездить на сутенере, не доставая ступней до земли. Ветрозащита прекрасная. Колени за боковыми панелями, не дует ни в ноги, ни в пах. Кто-то говорит, что в плечи дует, мне даже со стандартным стеклом при росте 188 см не дуло, норм. Защита рук тоже полноценно защищает от ветра. Кстати, если убрать защиту рук, Super Tenere не сильно широкий и вполне пролазный для города. Не дюймовочка, но ширина руля нормальная, а оду низкооборотистому двигателю я раньше пел. Единственный минус для города — отсутствует оригинальный квикшифтер. Я в обзоре Pan America сказал, что Harley единственный актуальный 1200-й тур-эндуро без квикшифтера, но не уточнил нюанс про Super Tenere. Во-первых, Super Tenere я не считаю актуальным по той причине, что его переделывать под Евро 5 не стали и больше не продают и не будут продавать в Европе. Остались в Испании несколько распродажных мотоциклов 2020 года и все. В большинстве стран уже сейчас невозможно его купить. С этого года Super Tenere выпускается в основном для США, но обычно это означает, что мотоцикл тихонько будет умирать без изменений, пока постепенно угасает спрос. В США до сих пор продают мамонтов типа XR650, это же не показатель актуальности модели. Super Tenere и так давно умирал. Взять, например, устаревшую приборную панель. На трейсере была точно такая же, так там ее уже 2 раза обновили, а на сутенере все та же. Кстати, дядька у дилера в Марбелье рассказал, что за все время они продали 10 мотоциклов Super Tenere, а младший Tenere сколько не поставляют, все распродается до прихода в салон. Главный провал Yamaha в России – отсутствие Tenere на рынке. Вы себе плохо представляете вакханалию, которая творится в Европе. Сложно за хлебом в магазин сходить, не встретив проезжающий Tenere. В некоторых странах это топ продаж среднекубатурного сегмента не только тур-эндуро, а вообще любых среднекубатурников. А на старте продаж в Германии вообще казус произошел. Tenere какое-то время продавали больше, чем больших гусей.
Понятно, что новая модель всегда имеет взрыв, сложно удивиться лидерству в продажах Австралии или Новой Зеландии, где традиционно любят японскую технику, но умудриться сделать это в Германии, пусть и на короткий срок, как минимум забавно. Это я все к чему, квикшифтер на Супер Тенере можно поставить, так что все равно в данный момент Харли единственный без квика как ни заверни. Есть нормальный круиз-контроль, который все умеет, ничего выдающегося не скажу, он просто хорошо работает. Приборка на вид кажется устаревшей, но удобная и понятная, о чем я говорил в ролике о трейсере. Приборные панели на Супер Тенере в разных версиях отличаются. В первой версии попроще, но все нужное путешественнику отображает: указатель топлива, температуру воздуха и так далее. По сути, та же самая информация у вас будет показываться и на обновленном экране, но там вы можете вывести 3 любых параметра по вкусу и задать эти параметры для разных экранов, просто листая экраны целиком. Кстати, ни у кого такой системы, кроме Yamaha, не встречал, а зря. По сути, это переключение сценариев одним нажатием. На бездорожье нужны одни параметры, на асфальте другие и так далее. Если на трейсере меня напрягало из-за самостоятельного проскальзывания экранов от плохой реализации джойстика, то на Супер Тенере самое то. Вообще на Супер Тенере все кнопки ламповые, аналоговые, удобные, даже поворотник какой нужно, что в современном мире редкость. Есть розетка на 12 вольт, трехуровневый подогрев ручек. В эргономике схитрили, кнопки трекшн-контроля и сброса пробега вынесены сбоку от экрана, поэтому пульты не захламлены и все крупное и удобное. Зеркала на первых версиях были классические овальные, такие же на мелкой Тенере ставились. Идеальные зеркала. На рестайлинге зачем-то сделали модные агрессивные угловатой формы. Там почти нет локтей, видно много, но на старой версии все равно зеркала лучше. Давайте подытожим. Обидно, что этот мотоцикл не стали обновлять, как и обидно снятие с производства кросс-турера. Два комфортных и неубиваемых мотоцикла для туризма, которые достойны быть популярными. Хонде еще повезло, у них выстрелила Африка Твин, которую можно назвать флагманским тур-эндуро. У Ямахи просто сегмент выпал. Самая комфортная посадка, мягкий двигатель без вибраций, очень комфортная подвеска, надежность, простота обслуживания и низкая цена для класса. Что еще нужно для путешествий? В России этот мотоцикл должен быть где-то в топе продаж. Сутенер как будто создан для путешествий по российским дорогам. Сейчас хочу стряхнуть пыль с полузабытой рубрики сравнений с конкурентами, потому что хочется сравнить с Африкой. Сравнение с другими 1200-ми будет в отдельном ролике большого сравнения всего класса. Я в обзорах Африку вспоминаю часто в негативном ключе. Просто так получается в контексте. На самом деле это хороший мотоцикл, например, для очень дальних путешествий по очень плохим дорогам, а не такой универсал, каким его считают. Он как швейцарский нож, все может, только ни один повар не режет на кухне мультитулом, ни один парикмахер не стрижет ножницами из мультитула и ни один механик не крутит им гайки. Так вот, выбирая между Африкой и Супер Тенере, однозначного лидера нет. Оба мотоцикла иконы надежности со всеядной подвеской. Особенно в России, где на Африку цена по какой-то причине очень низкая, ровно столько же, сколько Супер Тенере. Просто для понимания, базовая Africa Twin Adventure Sports в Европе стоит дороже, чем Pan America. Примерно на 100 евро дешевле, чем Tiger 1200 и на 3-5 тысяч евро дороже Супер Тенере. Какие плюсы у Супер Тенере по сравнению с Африкой? Кардан, который для многих фактор номер один при выборе. На мой взгляд, это удобная штука, но не настолько. В крайнем случае есть автосмазчики цепи, не надо так уж сужать выбор. Супер Тенере однозначно комфортнее в дальниках, но во многом это связано с узким жестким седлом у Африки, и если заменить на что-то более комфортное, должно быть неплохо. Еще, конечно, у Сутенера эргономика более подходящая для многочасовой езды, но и у Африки посадку плохой не назвать. Так, по мелочи, чуть-чуть может быть зуд по сравнению с Супер Тенере, стекло чуть узковато и так далее. В сумме комфортнее, но это как 3-звездочные и 4-звездочные отели, не всем важно. У Супер Тенере все-таки и колеса поменьше, и более поджатая подвеска, которую так не раскачивает. На серпантинах хоть немного, но Супер Тенере удобнее управляется, особенно это будет заметным с пассажиром. Какие плюсы у Африки?
Я сейчас сравниваю с версией Adventure Sports. Базовая Африка еще немного проигрывает сутенеру в комфорте и управляемости на серпантинах. Там отличия совсем очевидные. Зато она принципиально легче. По весу толстая Африка на автомате легче сутенера, но уже не такая большая разница. У Африки высокий центр тяжести. Со средними навыками оба мотоцикла в жестком бездорожье будут слишком тяжелыми, а просто плохие грунтовки и гравийки оба мотоцикла поедают играючи. У Африки есть версия с автоматом. Это удобно даже в путешествиях, когда уставший утыкаешься в вечернюю пробку в городе и меньше всего хочется травить сцепление. А два здоровых кофра не позволяют запросто между рядов проскользнуть. Для толкания в городских пробках ничего лучше автомата нет, с этим сложно спорить. На бездорожье автомат скорее мешает, это да. У Африки Adventure Sports чуть-чуть меньше расход топлива и в спокойном режиме больше запас хода, тоже плюс. У Африки современнее экран. Речь не о веселых картинках, а о том, что на экран можно выводить карту навигации с телефона. Это серьезный аргумент для путешественников. У Африки среднеоборотистый мотор с относительно ровной полкой. Супер Тенери выдает уже до 3000 оборотов в момент, который у Африки только на 6000 оборотах. Если сравнивать механику, лично мне больше нравится сутенер за низкооборотистость, но Африка просто едет в другом режиме. Чистая вкусовщина, выбирать Супер Тенери за большую кубатуру точно нет смысла, оба мотоцикла не про гонки. Однозначного решения, какой лучше, нет. У них похожий набор плюсов и минусов. По сути, нужно решить, готовы ли вы немного понизить комфорт ради каких-то плюсов Африки. Например, как мотоцикл на каждый день для езды на работу и иногда в путешествие, я бы из этих двух взял Африку просто за счет автомата. Лучше каждый день в пробках наслаждаться и пару раз в год чуть менее комфортно путешествовать. Если для города уже есть мотоцикл и цель дополнительный мотоцикл только для путешествия, особенно с пассажиром, я бы взял Супер Тенери. Тем более Африки на вторичке есть только свежие, а Супер Тенери можно купить значительно дешевле просто из-за года выпуска. Дальше будут обзоры оставшихся больших тур-эндуро и большое сравнение всего класса. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.